Вы никогда не догадаетесь, из чего сделана эта роскошная дизайнерская керамика. Ведь даже покупные молды нам не понадобятся. Мы сделаем их сами. На небольшом кусочке самозатвердевающей массы я делаю оттиск морского камня, и получается уникальный фактурный коврик. На пергаментную бумагу я укладываю мелкие предметы и обмазываю их сверху растительным маслом. Густо заливаю горячим клеем. Когда клей застынет, мы получаем моментальные быстрые молды. Из тонкого гофрокартона вырезаю основы для кулонов. Дальше я беру свою самодельную массу для лепки. Рецепт я показывала уже множество раз, поэтому ссылку на него вы найдете в описании под видео. Раскатываю небольшой кусочек массы, затем беру свой текстурный коврик, припудриваю его крахмалом и укладываю на массу. Сверху кладу тонкий кусочек плоского поролона, переворачиваю всю конструкцию и как следует прижимаю, так, чтобы получился четкий отпечаток. Теперь я беру картонную основу, раскатываю еще один такой блинчик и запечатываю картон между двумя заготовками из массы. Кстати, в сыром виде эта масса отлично режется обычными ножницами. На тыльной стороне кулона можно также сделать фактуру при помощи неострого стека. Из самодельного термомолда достаю морскую звезду. Чтобы надежно зафиксировать элемент, смачиваем место склейки обычной водой. Для следующего кулона я вновь раскатываю небольшой кусочек массы. Укладываю его на коврик из тонкого поролона и делаю оттиск кусочком коралла. А дальше все то же самое. Картонная основа, еще один блинчик сверху и аккуратно вырезаю ножницами, полностью запечатывая картон внутри. Дополняю композицию морским коньком, который я достала из нашего самодельного термомолда. Деталь отлично крепится к сырой массе. Достаточно слегка смочить место склейки водой и аккуратно прижать края стеком. Третий кулон оставляю абсолютно гладким, без фактуры. Точно так же запечатываю картонную заготовку в массу, а затем дополняю композицию морской звездой. Для этой серии я также сделала и третий молд из фактурной ракушки, оттиск который тоже добавляю на этот кулон. Посмотрите, как еще можно очень просто создать эффектную фактуру. Я накатала совсем крошечные шарики из массы.
смочила место их крепления водой и прижимаю каждый инструментом, который называется дотс. Если у вас его нет, не страшно, его легко заменит обычный карандаш. Теперь переходим к созданию бусин. Чтобы они получились примерно одинакового размера, я использую небольшую ракушку как мерную ложечку. Скатываю шарик, нанизываю его на зубочистку, а затем с одной стороны прижимаю камнем, а с другой стороны тем самым фактурным ковриком. Получаются вот такие интересные неровные бусины с богатой текстурой. Когда заготовки полностью высохнут, на это понадобится примерно дня 2, я намечаю будущее отверстие шилом, а затем аккуратно просверливаю их тонким сверлом. Теперь можно приступить к окраске. Я беру акриловые краски разных оттенков и хаотично наношу их прямо пальцем. После этого оставляю заготовки чуть-чуть подсохнуть. Затем смываю краску влажной салфеткой. Свои заготовки я немного пересушила, но это не страшно. Вообще краску лучше оставлять буквально на пару минут, ведь акрил сохнет очень быстро. Затем я беру более светлую палитру красок и наношу еще пятен и снова растираю их. Полусухим спонжем я наношу перламутровый металлик только по самым выступающим частям рельефа. Такое послойное окрашивание создает красивую глубину и делает фактуру объемной. В некоторых местах, прямо в углублениях, прохожусь темно-синей патиной. Кстати, ее легко можно заменить обычной акриловой краской, разведенной водой до полупрозрачного состояния. Теперь окрасим бусины. В алую краску я добавила каплю черной, чтобы сделать оттенок более глубоким и темным. И наношу прямо на поролоновый коврик. Теперь берем бусины и просто прокатываем их по этому коврику. Когда бусины высохнут, я беру более светлый оттенок красного и прохожусь по бусинам при помощи спонжа или обычного кусочка поролона. Финальный штрих – покрытие лаком. Я использую лак по металлу, который дает потрясающий керамический эффект, буквально превращая массу в настоящую керамику. Этот лак абсолютно прозрачный. Что самое главное, со временем он вообще не желтеет.
Переходим к сборке. Я беру тонкую проволоку, делаю из нее удобную петельку-помощницу, вставляю в отверстие и с ее помощью аккуратно продергиваю шнуры сквозь подвески. Здесь я добавила по одной бусины с каждой стороны. А здесь я пошла по пути асимметрии. Решила дополнить целую гроздь алых бусин с одной стороны. Я сделала практичный скользящий замок, просто завязав узелки с двух сторон шнура. Теперь длину кулона можно легко регулировать. А в этом кулоне я не стала делать сквозное отверстие. Из него мы соберем чокер. Для крепления я взяла небольшой кусочек тонкой мягкой кожи и приклеила с тыльной стороны, оформив аккуратный бейл. Вот такая самобытная морская коллекция у меня получилась. Из самых простых материалов можно создать украшения, которые выглядят как благородная дизайнерская керамика. Какой из трех вариантов вам понравился больше? Чокер на плетеном шнуре, кулон с асимметричными бусинами или классический морской сюжет? Напишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Спасибо, что были сегодня со мной. Увидимся.